Видео, в котором рассматривались злоключения 18-летней Дебани Эскобар, стало одним из самых комментируемых на канале. Мнение о том, что же произошло с девушкой, разделилось. Если вы не смотрели то видео, ссылка на него будет в описании. Чтобы создать более ясную картину произошедшего, стоит сначала посмотреть его, а уже потом вернуться сюда. Итак, мнение тех, кто смотрел видео о Дебани Эскобар, разделилось. Подавляющее большинство тех, кто оставил комментарий по тем видео, посчитали, что произошедшее – это несчастный случай. Но было и немало людей, которые пришли к выводу, что не все так однозначно и что смерть Дебани – это криминал. С момента создания того видео прошло около 2 недель, и сейчас в деле появились новые подробности, которые многое меняют. Начнем, пожалуй, с объяснения некоторых моментов, которые были показаны в первом видео. Дебани вышла из угла, где она провела 20 минут, в 4:56. А спустя 51 минуту рядом с дверью, выходящей в сторону проезжей части, остановился автомобиль и появился силуэт человека. Так вот, прокуратура Нуэва-Леона заявила, что данный автомобиль – это такси, которое было вызвано постояльцами мотеля. Мужчина и женщина сделали заказ через приложение, и когда машина приехала, они покинули мотель. И водителя этого такси, и пассажиров, которых он забрал, проверили и пришли к выводу, что они не имеют никакой связи с делом Дебани Эскобар. Также стоит отметить, что таксист, который фотографировал Дебани, и таксист, который забирал пассажиров из мотеля, это разные люди. Прокуратура могла бы снять многие вопросы, если бы опубликовала видео с этой камеры, которая направлена на вход и которая запечатлела, как Дебани вбегала на территорию. Но почему-то власти этого не сделали. Вместо этого кто-то из работников прокуратуры слил информацию о том, что через 5 минут после того, как Дебани забежала на территорию мотеля, туда въехал пикап «Шевроле», номерной знак которого тоже стал достоянием общественности. На данный момент неизвестно, имеет ли этот автомобиль связь с делом Дебани. Сотрудники прокуратуры никаких заявлений по этому поводу не делали. И вообще, как вы поймете к концу этого видео, прокуратура Нуэва-Леона – это, к сожалению, не совсем достоверный источник информации. Тело девушки было найдено 21 апреля, а спустя ровно 2 недели, 5 мая, в прессе появилась информация, что удостоверение личности Дебани нашли в 20 километрах от мотеля. Удостоверением оказалась карточка Национального союза государственных служащих. Если верить информации из мексиканских СМИ, такой документ был у Дебани, потому что ее отец Марио работает учителем, и он сделал дочери удостоверение, чтобы та имела бесплатный доступ к некоторым медицинским услугам. Жилой комплекс, рядом с которым нашли удостоверение, был оцеплен полицией. Служители закона прочесывали окрестности, но больше ничего не нашли. Каким образом удостоверение Дебани оказалось в этом месте, никто не знает, но по словам отца девушки, найденное удостоверение было утеряно 2 месяца назад. По мнению Марио Эскобара, кто-то мог специально его туда подкинуть для того, чтобы увести внимание от мотеля. 11 и 12 мая на территории мотеля и, что важно, в одном из номеров под номером 174 вновь работали криминалисты. Почему именно номер 174? После того, как нашли тело, в сети появилась аудиозапись, которую впоследствии окрестили фейковой. На этой записи говорилось, что Дебани была в 174 номере. Отец девушки настоял, чтобы этот номер обследовали на наличие возможных улик. На момент создания этого видео информации о том, нашли ли что-нибудь при повторном обыске мотеля, нет. Но самое важное, что произошло с момента выхода первого видео, это то, что стали известны результаты проведенной родителями независимой экспертизы, которые кардинально меняют ситуацию. Марио Эскобар предоставил прокуратуре результаты независимой экспертизы 2 мая, а 13 мая кто-то из тех, кто имел доступ к отчету, слил его прессе. После того, как прокуратура Нуэва-Леона допустила очередную утечку информации, Марио Эскобар обрушился с критикой на представителей власти. Он выразил недовольство из-за утечки информации, назвал прокуратуру коррумпированной
и потребовал увольнения прокуроров. Также на своем YouTube-канале Марио Эскобар заявил, что не верит прокуратуре, так как от него скрывают некоторые записи с камер видеонаблюдения. Теперь давайте попробуем сравнить результаты судебно-медицинской экспертизы, проведенной государством, и результаты независимой экспертизы. Так вот, независимая экспертиза полностью опровергает версию несчастного случая, которую выдвигала прокуратура, и ставит вопрос, кто и с какой целью нарисовал результаты под версию несчастного случая. Согласно данным независимой экспертизы, на теле Дебани были обнаружены травмы во внешней области гениталий. То есть перед смертью у девушки была интимная близость, в которую она вступила не по собственной воле. В отчете государственного эксперта об этом не было ни слова. Далее в независимом отчете говорится о том, что смерть Дебани наступила еще до того, как она оказалась в воде в цистерне. В отчете прокуратуры говорилось, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы в районе лба, которая впоследствии привела к смерти. Независимая экспертиза показала, что травмы были с обеих сторон лобной области черепа, на правом и левом веках, на левой стороне носа, на обеих губах, над правым ухом и в правой заушной области. Что важно, все раны имели разный угол направленности. Это позволило эксперту сделать вывод, что повреждения были нанесены другим человеком. Как сообщала прокуратура, уровень воды в цистерне достигал 90 сантиметров, и когда обнаружили тело, оно лежало лицом вниз. Отсутствие воды в дыхательной системе Дебани позволило независимому эксперту заключить, что когда девушка оказалась в воде, она уже не дышала. Также важно отметить, что о результатах токсикологического анализа информации на данный момент нет. Все вышеперечисленное недвусмысленно говорит о том, что кто-то приложил руку к смерти Дебани Эскобар и в то же время порождает вопрос, а была ли правдивая информация прокуратуры о том, как располагались вещи девушки внутри цистерны. Действительно ли часть вещей лежала на внутренней перегородке? Двух прокуроров уже уволили, и что будет сейчас, когда вскрылись очередные оплошности, сказать трудно. Родители Дебани встретились с президентом Мексики, который публично пообещал, что в деле Дебани Эскобар безнаказанности не будет, а заместитель министра безопасности призвал обратить особое внимание на возможное воспрепятствование правосудию со стороны тех, кто несет ответственность за мотель Нуэва Кастилья, на территории которого обнаружили тело. Напомню, что изначально представители мотеля заявили, что записи с их камер не ведутся. На сегодняшний день события активно развиваются, и когда появятся новые данные, я вас обязательно проинформирую. Спасибо, что досмотрели это видео до конца.